посмотреть. Этот стрим мы не анонсировали. Сегодня мы разговариваем с Владимиром Велдер. Два слова просто скажу. То, что у тебя очень популярный YouTube-канал, постоянно его сам смотрю. Мне кажется, он в России один из самых лучших по сварке, по блогерам. Ты все по полочкам раскладываешь про оборудование, про режимы, про техники. Ну, в общем, все, грамотно, доступно. Мне одно удовольствие доставляет смотреть твой YouTube-канал и получаю от этого кайф. Спасибо. Стараемся. Сил столько отнимает и времени, просто ужас. Невероятно. На самом деле, да, у меня то же самое. Чтобы вести YouTube, и это же не только съемка, это же и монтаж, и запись, и нужно подумать что-нибудь. Это целая история, это вообще целая работа на самом деле. Да, съемка, вот у нас съемочный день, мы видео отсняли, потом я могу день, а то и 2, и 3 перебирать все это видео, озвучивать. Это жесть просто. Я один раз помню одно видео, мы отсняли, представляешь, приезжаю, а видео на заказ, ну как бы реклама. Там дорогущий аппарат был. И половина видео, оно там почти на полчаса. Звук записался, ну, как такой, с хрипом такой. И мне пришлось сюда половину видео переозвучивать. Я 9 часов просидел за озвучку. Это ужас. Ну, Офигеть, сделал нормально. Да. офигеть. У меня вопрос такой, Владимир, сразу же тогда перейду к делу. Расскажи свой путь, как ты стал сварщиком и все, что с этим связано. Как пришел к тому, что начал вести именно YouTube-канал? Ну, сварщиком я стал, многие тогда становились сварщиками. Это был еще Советский Союз. Вот, и считалась тогда, ну, сварочная работа сварщиком, ну, как бы она была денежная. Вот. При Советском Союзе сварщики очень хорошо зарабатывали. Я когда пришел на завод, это был комбайновый завод после училища, я сразу стал зарабатывать 320 рублей по тем деньгам Ого, советским. Вот. А мне там ребята говорили, там цех огромный, и то в один конец цеха заходишь, второй край цеха не видно, огромный цех. И мне ребята говорят, вон там цеху отгороженная такая территория, прям забор внутри цеха, и там ребята фигарят, ну, работают нормально. Они, говорят, по 700 рублей в месяц зарабатывают. Это были невероятно огромные деньги в те времена. Вот. Ну, а потом 90-е. На сварщика я пошел учиться в ПТУ, да, меня родители отвели. И вот потом, после армии я пришел, начались 90-е, бардак. Я пошел с кооператива в кооператив, вот такое вот непонятно. Потом у меня была бригада, мы стали сами на себя работать, потому что работать на хозяина было невозможно. Платили зарплаты по полгода, это было ужасное время. Вот. Я помню, был такой эпизод у меня. Я работал в подрядной организации, у нас металлургический комбинат в городе большой. Вот. И подрядная организация другого города была, у них там свой цех был на территории завода. Я там работал, и вот нам 5 месяцев не выплачивали зарплату ни разу, ни аванс, нифига ничего. себе. Да, представляешь, я помню такая ситуация, я выхожу с завода, машин тогда не было ни у кого, все ездили, ну, на общественном транспорте. А я выхожу, у меня нет денег за трамвай заплатить, представляешь? Офигеть, Думаю, а. ну что, поеду, сел в трамвай, еду. И кондукторша, когда махалась, выходи, билета нет, выходи. И я вышел, пошел пешком. Вот так вот были времена такие. Ужас. Офигеть. И вот это потом я бригаду сколотил, и мы там, ну, шабашили там, услуги населения. Водопровод провести, отопление сварить. Потом уже с 2000-х стало попроще, уже опять на предприятие устроился. И вот в 2013 году уехал в Москву, потому что у меня родилась дочка третья. Круто, поздравляю. Да, спасибо. Да ей уже, правда, 10 лет. Ну, я, да, посчитал уже. И, короче, мы жили в Липецке. Я чувствую, ни на что денег не хватает. Вот дочка родилась, расходы увеличились. Я говорю, поехал я в Москву. А я в Москву раньше ездил до этого. Так, ну, работа подворачивалась. Раз в Москву, от Липецка недалеко Москва. Я там поехал, денег заработал назад. И тут уже решил, все, в Липецке ловить нечего. Там зарплаты копеечные, они по сейчас там копеечные. Вот я уже 10 лет в Москве. Понял. YouTube-канал мне пришла мысль в голову, ну, уже возраст подходит к пенсионному. Я думаю, ну, я не буду там до 70 лет сварным работать.
да, надо чем-то заниматься, на пенсии тоже дома сидеть не вариант. Думаю, чем заняться? Думал. Потом, YouTube частенько смотрел, там ребята тоже, коллеги сварные, каналы. Думаю, да что мне не запустить свой YouTube канал? Это ж моя тема, да, я сварным всю жизнь. И вот так 2 года назад мы стартанули с Алексеем. И вот к чему это привело. 200 тысяч подписчиков недавно. Вообще круто, на самом деле взлет очень-очень большой и очень такой. Я помню, когда заходил на ваш YouTube канал, было там 1010, наверное, еще 15. Сейчас вот проверяю, сегодня или вчера, 200 тысяч. Это прям, вот так вот, это такой вот рост. Кстати, немножко перебил. Там коллеги пишут уже: Дмитрий Ненартович, привет, Андрей, привет, это комментарии пишут. Там Юрий Фомин, ТЦТ с компании Фрониус, сварочное оборудование Колар. Ребята, если у кого-то есть какие-то вопросы, то вы задавайте либо мне, либо Владимиру, будем на них отвечать. Все, что касается сварки, да и не только просто. У Юрия меня... Фомина я знаю лично. Мы вот позавчера буквально, нет, 7 числа, да, 2 дня назад у них снимали Фрониусов. У них демозал есть. Ага. У них съемки, скоро будет видео на YouTube. Интересно посмотреть, что там будет. Да. Сейчас пока в процессе монтаж, вот эти все дела. А на комбайновом заводе работал, это в каком городе было? Это был город Таганрог, я там родился. Таганрог. Понял. Там большой металлургический комбинат. Ими всеми сейчас металлургическими комбинатами владеет Владимир Лисин, такой есть олигарх. Знаю. Новолипецкий его завод, наш Таганрогский металлургический, все его заводы. А тогда это было государственное предприятие. Сам я много раз был в Таганроге и в Липецке тоже, хорошо знаю эти города. Мое мнение, что надо возвращать все такие большие предприятия государству. Это частная лавочка, это ни к чему хорошему не ведет. Это все, все вот эти заводы, предприятия, они работают на одного хозяина. Так оно и есть, капитализм. А все остальные там влачат жалкое существование. Это надо заканчивать. Это бардак с 90-х начался. Чистой воды капитализм. Да. Ладно, вернемся к сварке. А ручная, дуговая, полуавтомат, я так понял, всеми видами сварки правильно владеешь? И аргон дуговая, и вообще... Я всеми владею сварками, кроме аргона дугового. У меня вот так жизнь сложилась. Я постоянно работал, рядом где-то работал аргонщик. У меня не было необходимости самому брать горелку, сваривать. Я, если мне надо, иду к аргонщику, он мне заварит. Вот. Я держал горелку в руке, так могу там немножко запаять, не профессионал. А полуавтомат, ручник, это да, много работал и тем. Еще в начале 2000-х, конец 90-х, много мы работали от стеленовой сварочки. Вот. Сейчас она, конечно, уже ушла в историю, но тогда это было довольно популярное решение. Такие дела. А интересно, почему она была популярна? Из-за дешевая была, потому что ацетилен вообще дешевый сам по себе газ. В те времена это все было копейки стоило. Почему-то вот тогда было такое мнение, вот особенно в Таганроге, я когда жил, там много частного сектора, и все, я когда был пацаном, ни у кого отопления дома не было. Печка, уголь, дрова, вот это топить. Потом, когда начали проводить газ, газифицировать, все начали сваривать себе отопление в домах. И почему-то такое мнение было в народе, что отопление надо варить только ацетиленом, никакими не электродами, вот такое. Да, и все варили, да, в моем доме даже, тоже отец мой нанимал, я еще был пацан, я все это видел на моих глазах, дядя Юра его звали. Он у нас дома варил отопление, вот такие очки, мне так это нравилось, горелочкой. Вот. И потом я, когда стал сварщиком, тоже горелкой варили много раз. Сварка-то интересная, ацетилен была. Просто, когда инвертор стал весить 3 килограмма, это уже стало не Да. так. А возить с собой кислород, шланги, карбид, это все напряжно. Я на заводе работал, у нас там чуть-чуть применяли ацетиленовую сварку, так до сих пор не понимаю, зачем. У нас там были и полуавтоматы, и ручники. В общем, это постоянные проблемы были с безопасностью. Шланги эти вечно лопались, шланги эти вечно взрывались. И вообще там ребята не любили этот ацетилен, но почему-то иногда им работали. Сейчас не понимаю, почему. Я Кстати, еще застал времена, когда только я пришел с армии, я устроился в судоремонтный завод Таганрогский. Вот. И отец мой там работал водителем. И
И там были керосинорезы. Ты не видел никогда Знаю, керосин? знаю, конечно, конечно. Это такая жестокая штука. И у нас даже, это не при мне было, а мужики рассказывали, кто постарше. Говорят, был случай, взорвался вот этот, там вот такая вот, ну как емкость, куда керосин наливается. И как-то он взорвался, вот этот керосин вот так вот выплеснулся и облил этого сварщика, он прям заживо сгорел. Такая была И история. и я просто сам, как сказать, я много работал на северах, на трубе. У меня там НАКС, НГДО, 5 разряд. Ну, то есть я очень много ездил по вахтам, там, Норильск, Сабета, Камчатка, Магадан, там, вообще много где был, и все время работал на трубе, и там все время использовалась именно вот керосиновая резка, ну, то есть это стандартная была тема, я знаю, что это такое, и тоже и работал. До сих пор варю, ничего не меняется на РЖД. Ой, сори. Всё, я вернулся. Там подписчик Дмитрий Ненартович, мой одногруппник, пишет то, что про ацетилен. Ничего не изменилось, на РЖД также применяют ацетилен. Ну, применяют кое-где, но это уже большая редкость, это уже так. А, он про газ, про керосиновую резку. Да. Есть даже бензорез. Бензорез это вообще что-то опасное, ужасно. Да, Бензин, да. керосин он не так, хоть не такой горючий, а бензин он вообще вспыхивает мгновенно. Особенно летом, когда жара. Слушай, Сереж, у меня к тебе Да, тоже вопрос. Как давай. тебя занесло на Бали? Расскажи. У нас зимовка. До этого много наших знакомых, и я видел то, что все на зиму, ну, то, что мы жили в Санкт-Петербурге, в Москве, а в Москве такая, как сказать, зима, но она вообще никакая. Солнце ты видишь один раз, наверное, какой там, 2 часа за всю зиму. То же самое, в принципе, в Санкт-Петербурге. 2 часа Да. за всю зиму. Все серо. Если хочешь где-то нормально отдохнуть или увидеть солнце, нужно все время было выезжать в Подмосковье куда-то. Ну и вот. И у нас много знакомых ездили на зимовку именно на Бали. И мы все думали, блин, да классно, наверное, раз они туда ездят, раз надо тоже это попробовать. И вот мы в том году сюда приехали и до сих пор тут. В общем, мы кайфуем. И теперь я уже думаю, это, наверное, на постоянную практику у нас это войдет, что больше теперь в Москве особенно и в Санкт-Петербурге, ну, как таковая там зима, но она, это не та зима, что из, не знаю, как в Красноярске, как я просто сам из Красноярска, как в других городах, там, не знаю, в Сибири. Ага. И поэтому мы тут. В общем, нам тут нравится. Так, про ацетилен пишет. Да-да, ацетилен, бензорез, даже алюминий. У меня есть средняя дочка, она сейчас тоже на Бали, она уже 2 года там. О, что рассказывает, как ей тут? Она кайфует, она говорит, я всю жизнь мечтала там побывать, но она поехала на месяцок, как обычно это бывает, уже 2 года там, ну не 2 года, второй год уже пошел, да, второй, она 1,5 года назад зимой. Ну, значит, вы меня понимаете, и я дочку тоже понимаю. То, что, блин, да тут, как сказать, райское место. Да, да. Зачем жить там, не знаю, если возможности позволяют, если работа позволяет, если там условия позволяют, можно переехать на зимовку, тут перезимовать, покайфовать, а потом вернуться обратно. Если это все Это укладывается, вы пока молодые, я уже никуда не поеду, я уже все. Я считаю Россию своей родиной, я здесь должен и умереть. ладно, не будем об этом. Вернемся мы к тому, то, что вот как сказать, ну, грубо говоря, и я сейчас про ту мысль, как завести YouTube-канал, тем более в возрасте, тем более просто обычно как бывает, там, не знаю, по своей работе, допустим, сужу, приезжаешь когда на предприятие, и старая школа сварщиков, ну, вы просто гораздо старше меня, и как сказать, и я все время говорю то, что старая школа сварщиков, она не любит новое оборудование, не любит новые технологии, что-то там на Ютубе посмотреть, это вообще там в диковинку. А тут, как сказать, противоположный пример. То, что вы во всем разбираетесь, у вас куча оборудования, вы кучу обзоров снимаете. Еще главное, сам YouTube-канал полноценно ведете. То есть, эти, не знаю, там элементарный пример, описание, монтаж, техника, камеры, это же все, да это все очень серьезно на самом деле. Там просто так не разберешься. Я до сих пор там некоторые вещи не понимаю, как это делать. Это очень много времени, это очень много денег на самом деле на это уходит. Да. Сейчас вообще сейчас в данное время, именно если говорить про Россию, про русскоязычный сегмент интернет, это невыгодно заводить YouTube канал, потому что чтобы более-менее качественный контент снимать, надо кучу денег вложить. Кучу. Да. Я сначала тоже, когда запускал, думал, ну что там, телефон сейчас поставлю. А потом я понял, что это фигня полная. Телефон, надо камера, штатив. И пошло и поехало. В общем, я
видеооборудование 500 000 вложил как минимум, если не больше. И еще надо докупать, постоянно этот процесс идет, надо лучше и лучше, хочется. Вот. Потом еще я пришел к выводу, что мне нужен свой гараж, потому что мы помещение арендовали, это тоже не вариант. Во-первых, далеко, и каждая съемка у меня начиналась с погрузки машины. Я с дома выносил вот эти коробки, вот эти все штативы, куча сумок, гружу машину, еду в этот гараж, снимаем, обратно это ужас. Вот. Пришлось еще купить гараж. Ну, в общем, у меня все это одни убытки. Вот сейчас только канал стал более-менее популярным, рекламодателям уже интересно, уже обращаются там уже довольно много. У нас вот март месяц расписан уже до конца. Круто, круто. Съемки. Вот. И причем еще сам YouTube монету что там отключил. Вот. Это тоже как бы минусы, очень серьезный минус. Только хотя бы там $1000 какая-то в месяц кап, а сейчас ее нет. И вот 2 года, считай, содержал свой YouTube канал со своей зарплаты. По-другому никак. У меня все то же самое. Я когда начинал канал вести, я думал, ну как, ну телефон есть, а у меня еще был тогда китайский телефон, по-моему, Xiaomi. Ну и, в общем, когда записал первое видео, второе видео, я понял, телефон не нужен никак. Нужен хороший телефон, нужен хороший микрофон, нужен штатив, нужен свет, нужна хорошая программа. Чтобы купить хорошую программу, нужно заплатить лицензию, нужен хороший ноутбук, чтобы обрабатывать видео. Потому что на первом ноутбуке у меня видео обрабатывалось, по-моему, 8 часов, там, 3-минутное. Сейчас, там, ну, на том ноутбуке, который я сейчас купил, там видео гораздо быстрее. Там. Ну, то есть это все одно за другое, одно за другое, за другое. И сумма выходит уже вот такая вот гигантская на все это оборудование, на всю оргтехнику, на всю... Да, суммы огромные. Видеопроизводство дело очень дорогое. А такой еще вопрос, Владимир, а как сказать, у многих есть страх, ну, вообще на камеру говорить, выступать публично, и там, как вы его преодолели, как вы поначалу, там, не знаю, стеснялись, вы были не уверены, как-то, не знаю, вели себя неестественно, потому что у многих такое есть, и у меня в том числе такое было. Это было ужасно. Вот самое первое видео на моем канале, я его как публиковал, я его с тех пор ни разу не смотрел, потому что я считаю это отвратительно, это ужасно. Я перед первой съемкой, я ночь не спал. Вот у меня завтра съемка, у меня вот так вот все притрусится. И я стоял, знаешь, как будто меня прибили к полу. Я вот так как столб стоял, вот так вот только губы шевелились. Ну, это, да, себя переломать это тяжело. Первый раз как-то. А потом уже втягиваешься, это уже никаких проблем не вызывает. Даже вот замечаю, вот у нас на заводе, у меня интервью брали, у нас там тоже съемочная бригада, там ходят там. И они вот меня выделяют, говорят, ты прям перед камерой, как у себя дома. Если бы они знали, сколько у вас видео, сколько подписчиков и сколько вы уже сняли, то да. Я просто тоже вспоминаю свое первое видео, которое тоже выложил там про маску. Обзор был на Techman 715, по-моему, да. Ну, в общем, я текст учил примерно 2 дня. Снимал его тоже там 2 дня. Ну, я вот тоже не смотрю до сих пор это видео, потому что... И там просто робот, там просто... Это не живой человек, это совершенно другой человек. Это самое то слово, просто стальное лицо. Точно. Что у вас... Я по поводу текста, короче, хочу сказать. И мы тоже сначала думали писать тексты, потом я пришел к выводу, что это все фигня полная. Конечно, конечно. Это просто вся жизнь превратится в писание сценариев и текстов. Поэтому мы вот так импровизируем просто. Вот как идет, так и... Ну, снимаем, конечно, по 2-3 дубля, потом выбираем что-нибудь получше, так, и все. Так, меня видно, слышно, все нормально? Да, был небольшой люкс. Сейчас надо настроить. Звонок был. Я просто хочу сказать по поводу текста. Дело в том, что я когда работал в компании Rutector, мы очень много снимали обзоров на Фламу, на Techman, на другое оборудование, на Силиконе, на Softomatic. Там большое гигантское было количество оборудования. И вот, как сказать, тех людей, которых мы нанимали для съемок, они слишком профессионально подходили. То есть, ну, там, я немножко этим занимался. От меня нужен был сценарий. Вот, допустим, там, мы снимали рекламный ролик там про сварочную маску Techman. И сценарий я писал примерно там 4 страницы, либо там 6 страниц А4. То есть каждое слово. Добрый день,
сказал вот это. И все эти 6 страниц я должен был выучить, и потом, как сказать, ну, в процессе ролика эти все слова говорить. Но это невозможно выучить 6 страниц текста, тем более, когда ты рассказываешь про маску. Когда я говорил какое-то свое слово, то меня поправляли, говорили: Сергей, отходишь от сценария, так нельзя, нужно вот так вот тут написано вот так вот, мы его утвердили, этот сценарий, тут есть 5 подписей, кто поставил, и тут должно быть слово в слово. Ну, в общем, это тяжело. Да. Ну, это все решается, есть там телесуфлеры, есть всякие разные, это все решаемо. Ну, сценарий это, конечно, штука хорошая. Вот иногда, когда снимаем видео, я психую, нервничаю, знаешь, бывает такое, не получается. Бывает, все из меня идет, как из рога изобилия. Слова вылетают один, а бывает день какой-то, непонятно. Вот не могу там 2 слова связать, и все. Начинается нервоз. А я потом думаю, вот если сравнить меня с актером, который на съемочной площадке, да, но актеру в разы легче. У него готовый сценарий, ему выдали текст, тем более там съемочный процесс, сейчас же там оборудование, денег у них бабла куча, у них там и телесуфлер, причем они могут снимать там эпизодами, ему не надо там лист учить, он там выучил 2 предложения, раз их на камеру сказал, все, отснят дубль, и вот так вот кусочками потом склеивается это все на монтаже, и все. Хотел вставить свои 5 копеек. Я раньше не понимал, почему у голливудских актеров, там, не знаю, Брэд Питт там или еще кто-нибудь, сейчас для примера говорю, такие большие зарплаты. Но когда я целый день, мы снимаем один ролик про сварочную маску Текман, и когда у меня 100-й дубль, когда я на 100-й раз говорю: добрый день, сварочная маска Текман, и это все каждый раз, 100 раз подряд, и крыша, ну, просто едет уже, и ты уже, как, ты уже не человек, ты уже вообще не понимаешь, что говоришь. Да. Давай, Сереж, съемочную тему отлаживай, Да, потому да, что к зрителям сварке. тоже интересно. Ему интересно. Хотел спросить, Владимир, что по поводу оборудования? Вот так вот пальцем в небо. Какое сварочное оборудование нравится, какое порекомендуете? Я всем рекомендую стремиться к лучшему. Я вот сам такой человек, я всегда стремлюсь, чтобы у меня все было самое лучшее. Вот на заводе еще в Липецке я работал, а там я пришел, там вот эти аппараты полуавтоматы еще с Советского Союза. Ужас, там капец. Я говорю, как вы ими работаете? Потом они выхватили заказ от Транснефти, приехали ребята с Москвы, посмотрели на эти аппараты, говорят: не, ребят, нам такое не катит. Если хотите делать наш заказ, то давайте нормальный аппарат. Директор подходит ко мне, говорит: Володь, ну я там был лучшим сварным на заводе. Ну, я с ним так нормально, с директором. Вот надо эти аппараты, какие будем брать? Я говорю, я тебе сейчас, завтра, я сейчас сегодня все изучу рынок, и завтра тебе выдам. Вот, на утро прихожу, даю ему ЕВМ. Он сколько стоит? Я говорю, ну, 200 с лишним тысяч он тогда стоит. О, за голову схватился. Я говорю, ну, ты, говорит, ты хочешь нормальное оборудование или фигню? Он начал потом хитрить. Привезли этот, он стал звонить по фирмам, они, знаешь, привозят на завод, там показывают. И возят такую же фигню, которая у нас, только в новом пункте. Понимаешь, трансформатор, полуавтоматы. Я говорю, это не катит, это фигня полная. Нужен инверторный, хороший полуавтомат. Конечно. Ну, потом все-таки согласился, купил 3 этих ЕВМ, Тауруса, и это уже, понимаешь, как будто пересел сразу с Запорожца в Майбах. Сразу, моментально, швы идеальный, класс. Ну, я хочу сказать, даже от сварного тоже зависит. У нас были такие сварные, которые любили покупать. Вот они привыкли на вот этом древнеегипетском полуавтомате работать. Ему ЕВМ дал, а он не может, понимаешь, не может. И его потом разжаловали в слесаря Андрея. Вот так. А сейчас, ну, порекомендую, конечно, ребята, стремиться вам к лучшему, но это все очень дорого. Сейчас много ребят сами организовываются, гаражные кооперативы, в гаражах какие-то изделия делают. Ну, вряд ли они смогут позволить себе купить Фрониус, либо ЕВМ, да? Потому что это невероятных денег стоит. Хотя, вот у меня был ролик, обзор Гроверс, Ага, он по 200 тысяч стоит, там, Гагарин, 5 в одном, там, да, да. плазморез, фигня. Вот. Он, конечно, аппарат хороший, но вот мы были у Юры, Фрониус.
они сейчас, ну, Фрониус сейчас от нас сбежали, как обычно. Они ж все бегут сейчас из России. ИВМ вот держались, ИВМ тоже объявили, что вот. И они сейчас переориентировались. Кулар, есть такой завод турецкий. Он ничем не хуже, чем Фрониус. Скоро будет видео, посмотрите. Аппараты офигенные. Очень Это интересно на самом деле вот глянуть, серьезно. у них есть аппарат, вот я на него даже делал акцент. Полуавтомат, и он однофазный, от простой розетки работает. И он варит вот как профессиональный полуавтомат. Вот у меня на заводе, у меня 500 ампер, а там, по-моему, 220 максимально. И там 300-миллиметровая катушка становится, 1,2 проволоку у него можно поставить. Там 4-роликовый протяжный механизм, как у Фрониуса. Причем ролики на подшипниках, там все серьезно. Там классная машина. И она стоит, ну, немножко дороже, чем вот этот Гроверс китайский. Знаешь, так если сравнить вот этот аппарат с Гроверсом, это небо и Конечно, земля. конечно, конечно. Даже, ну, он стоит там 190 тысяч. И я хочу сказать, ребят, если вы организовываете какое-то производство в гараже, то надо брать аппарат хороший. Надо один раз потратиться и забыть, чтобы у вас не было проблем. Он вам будет служить десятилетиями, и вы горя не будете знать. Со сваркой не будет проблем. Все правильно. Инвестиции, точнее, оборудование – это инвестиции, и это хорошая инвестиция. И, как показывает практика, сейчас, там, не знаю, лет 10 назад, оборудование никогда не дешевее, тем более хорошее европейское, Да, там, да, американское оборудование, оно всегда дороже, 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 дороже. да. Тут просто надо сесть и посчитать рентабельность. Надо сесть и посчитать. Вот, допустим, я вложу 200 тысяч, через сколько это мне окупится, да? Можно, конечно, купить китайский аппарат там за 30 тысяч. Ну, блин, я, вот мне постоянно пишут подписчики, как настроить аппарат, как он у меня не варит, понимаешь, и присылают мне аппарат, какой-то ноунейм, знаешь, китайское говно полное. Я говорю, да ты его никогда и не настроишь, потому что есть такие полуавтоматы китайские, которые невозможно настроить. Нет, у него, там, я говорю, там, понимаешь, в него заложена прошивка, вот как китайский мозг там сработал у Да-да-да-да-да. китайцев. Он так в него и записал. И ты там его хоть обкрутись, вот эти вот потенциометры, бесполезно. Это как правильно говорите по поводу китайских. Мне то же самое пишут постоянно там в личку, либо там звонят, либо друзья, знакомые, либо через кого-то передают, там, какой аппарат взять. И там на выбор. Один 15 тысяч рублей, китаец там капец никакой, другой 16 тысяч рублей. И какая между ними разница? Ну там все одно и то же. Тяжело. Да, отличаются только корпусом, а внутри все одно и то же, в одном месте клепается. Есть, конечно, китайские хорошие аппараты, есть. Вот ко мне сейчас приехал, в гараже стоит. Если вы следите за моим каналом, я Видел, там видел. 3 фазы протянул, у меня там трехфазные розетки, уже все четко. И вот мне приехал первый, будет на канале 500-амперный аппарат стоит сейчас в гараже, скоро мы будем на него снимать. Он тоже китайский, но это хорошая компания, это уже, ну, то есть заводское производство, это уже не на коленке собранное, хорошая машина. Их Опять даже же, завод КамАЗ покупает. в Китае есть хорошее оборудование. Это просто у нас такой стереотип сложился, потому что в 2000-х годах в России везли ширпотреб. Самое-самое дешевое, чтобы тут продать подороже. Но если посмотреть на китайскую экономику, на китайское машиностроение, судостроение, авиастроение, космическую отрасль, вообще поездить по Китаю, посмотреть, на каком оборудовании они работают, так там вот такое вот оборудование. И там есть оборудование, которое даже там по некоторым параметрам не уступает европейцам и американцам. Ну, и оно стоит как бы вот так вот. Естественно, в Россию никто не везет там за 500 000 или за 1 000 000 рублей китайское оборудование, потому что его будет просто элементарно тяжело тут продать. Потому что у нас стереотип: все китайское, все значит плохое. Но если это хороший завод, который делает там для полумира, грубо говоря, аппараты, и те же там и для европейцев, и для американцев, и конкретный пример тот же iPhone, там, не знаю, все говорят, что это Америка, Калифорния, я там жил, но это Китай, его делают в Китае, и тут ничего в этом такого нету. Умеют они делать оборудование, да, оно только стоит дорого, не за 15 тысяч рублей полуавтомат. Есть китайские машины очень хорошего качества, это однозначно. И ничего плохого в этом. Сейчас вот европейцы от нас сбежали, да туда им и дорога. Свято место пусто не бывает. А по поводу китайских машин, я вот лет 10 назад, ну, лет 8 назад, я бы даже в эту сторону вообще бы не посмотрел по поводу китайской машины. Я подумал, ну, я видел, что происходит на рынке, там, не знаю, ну, полная хрень, и вообще
Но сейчас это совершенно другие автомобили, сейчас это уже другое сейчас. Да, да, однозначно. Сейчас машина хорошая. У меня вот сосед купил Chili Tiggo 8 Pro, есть такая машина. Она такая огромная, там 8-местный или 7-местный кроссовер. Правда, он кучу денег стоит. Ну, машина классная. И они дают там 7 лет гарантии. Вероятно, какие-то гарантии. Да. Кстати, а что по поводу масок сварочных посоветуете? Какая лучше? Опять сейчас с этими санкциями. Я работаю в спецглазе. И лучше ее я не знаю, Макс, не знаю. Я каких только не работал, мне ничего не нравится. А Аптрел? Ну, Аптрел, она тоже хороши, но из Аптрел я могу выделить только светофильтр 300. Он Вот, офигенный, конечно, в него видно очень хорошо. Вот я у Юры Фрониусе был, я там в Кристалле сваривал, медали. Хорошая маска, да. Ну, мне почему-то вот спецглаз, я прикипел и работаю в спецглазе. Есть, я слышу хорошо. Изображение только зависло. Вот сейчас нормально. Сейчас. все, да-да, отвисло. По поводу Аптрейла я тоже сваривал и работал в Кристалле 2.0. Ну, когда я одел эту маску, я офигел. Как в ней классно видно, какая она, ну, блин, офигительная маска. Только одни положительные эмоции. Ну, я хочу Но сказать, что опять же, это все топовые маски. И вот начинающим сварщикам они недоступны. Они не смогут ее купить. конечно, конечно, Это конечно. куча денег. Вот. И вот у меня часто спрашивают ребята, какую маску купить. Я вот недавно мы стали сотрудничать с компанией Росомс, это российский производитель. Я так к ним раньше скептически относился. И даже вот мне форма маски самой не нравилась. Я ее давно знаю, давно видел. У нас есть в Телеграме чат, и там ребята многие работают в Росомс. Вот мне когда привезли эти первые маски, мы уже одно видео отсняли, у нас еще не опубликовалось. Я просто удивился. Они говорят, у нас все светофильтры сертифицированы в тех же лабораториях, где спецглаз и Аптрели сертифицированы. И я попробовал, у них там довольно бюджетный светофильтр, Ямал называется. В нем поварил офигенная видимость, просто супер, понимаешь. И вот она там стоит 5000, это маска. Вот ее смело можно брать начинающим сварщикам. Согласен. Просто дело в том, то, что по Росомзу, как сказать, я эту тематику хорошо знаю, дело в том, то, что Росомз в России производит сами щитки, а светофильтры они везут с китайских заводов. Там 3 есть завода, откуда они берут эти светофильтры. То, что они берут с хороших заводов, да. То, что светофильтры хорошие, да. Но, как сказать, у Росомза другая немножко реклама. У них реклама на то, что это все произведено в России, но это не совсем все так. А Да, светофильтры у них хорошие. да, но у них хорошие светофильтры. Они берут на том же заводе, где берут ЕСАВ. У них такое заводское, качественное производство. Хорошее дело. Да, да, да. Не, на самом деле нормальный светофильтр, к ним вопросов нету. У И, них даже есть маски с аптрелевским фильтром. Так что Росомс, ребята, молодым рекомендую. То есть это, ну, это будет фильтр заводской с гарантией. Понимаете, у вас глаза не выпадут из орбит через неделю работы. Есть, конечно, ужасные маски китайские. Я помню, стою в Леруа Мерлен, и там есть такая полочка, где сварочные аппараты и маски. И мужик стоит, смотрит эти маски, крутит, какие по 1500 рублей. И что-то мы с ним разговорились. Я говорю, ты что, маску? Он, да. Я говорю, а что ты их рассматриваешь? Он говорит, да мне вот посоветовали, чтобы оптический класс 4 единицы были. Я говорю, слушай, ну это... Ты понимаешь, что маска, которая стоит 1500 рублей, там этот оптический класс, ну это просто от фонаря написали китайцы. А в нее так смотришь, оно вот и есть. бесплатно. Я взял эту маску, смотришь, а там все зеленое и мутное такое. Отвратительное качество картинки передает, просто жесть. Вот. Ну, я мужика тогда отговорил. Ты если хочешь маску нормальную, то не здесь смотри. Здесь не найдешь. Правильно, правильно. Какие ближайшие видео у вас выходят на канале? Что-то я на Ближайшее «вы» перешел. видео, ближайшее видео вот
от Фрониусов будет. Ну, это не Фрониус, у них Тена называется, которая. Производственный центр Тена. Сейчас не буду брать, не помню полное название, но Тена. Технологический Бакалавр. центр Тена. Я просто их знаю. Вот, технологический центр Тена, да. Вот. Потом выйдет про маску Росомс видео. Завтра, если Бог даст, все нормально, у меня будет большой стрим, у меня там куча розыгрышей накопилось, что 3 аппарата надо разыграть и 15 килограмм электродов. И ребята мне уже пишут, когда розыгрыш? Я говорю, ребят, у меня просто завал, у нас реально завал. Я еще помимо Ютуба еще работаю на основной работе. Вот. И у меня вот работа YouTube, нету ни одного просвета. Я им прям, ну, А как получается совмещать-то? Это же очень тяжело. это очень тяжело, причем в моем возрасте вообще тяжело. Я уже еле ноги таскаю. Ну, я пока не могу, еще не вышел на тот уровень, чтобы я мог себе позволить не работать. Не получается. Вот. Когда выйду, то есть я смогу себе позволить не работать, это уже будет гораздо проще. Появится огромное количество свободного времени, это уже будет проще. Но сейчас не могу, не вытягивать. Если бы вот YouTube не отключил монету, я бы уже давно работал. Ну, к сожалению, чтобы это уж не от нас зависит. Да, Да, YouTube да. уже скоро закрыть. Я так смотрю, есть такая тенденция, что могут просто его закрыть в России и все. Это закончится. Дело в том, что у меня там не один YouTube канал, у меня вот по сварке YouTube канал есть, а еще есть по психологии. И когда были разговоры о том, что YouTube закрывается, я думал, выложу-ка я пару видео на Рутуб. И, в общем, я так перематерился с этим Рутубом, такая хрень полная, ну, честно, вот мое мнение, не доделали ни до конца там вообще ничего. Видео загружалось 2 дня, все обрезано, ничего не работает. Я сам его не могу найти, свое это видео. Ну, как сказать, еще не доделали до конца альтернативу, к сожалению. Ну, я хочу сказать, Рутуб сейчас намного лучше работает, чем он работал раньше. Я сейчас тоже туда стал с Нового года загружать видосы. Я никому еще об этом не говорил. Вот. Ну, там все настолько идет медленно, просто невероятно. Я туда уже загрузил штук 20 видео. И у меня вот за сколько уже прошло? Уже 3-й месяц пошел. 964 просмотра. Понимаешь? Это вообще там, ну, народ туда не идет. Пока есть YouTube, может, когда YouTube прикроют, может, народ туда массово повалит, но пока это Да. все вот так очень скучно, и даже тоже Яндекс.Дзен намного веселее развивается. Хотя сама площадка Рутуб сейчас очень довольно качественно работает. Конечно, функционал по сравнению, если сравнивать с Ютубом, я имею в виду творческую студию. Рутубик, она, конечно, поурезаннее, даже невозможно посмотреть, где комментарии, кто пишет. Но, тем не менее, они уже намного улучшились. Еще хотел затронуть тему сварочных материалов. Что по поводу сварочных материалов? Что порекомендуете? Что сами любите? Не знаю, какие электроды, проволока? Сейчас электрода, вот лет 10 назад, если бы меня спросили, какие электроды, я бы сказал АК-46. Вот, Да. допустим, если рутило выбрать, да? Сейчас уже АК-46 далеко не впереди. Уже настолько сейчас научились качественно делать. Недавно у меня были электроды офигенные, понимаешь, ну просто. Там, мне даже кажется, они намного лучше, чем ЕСАВовские АК-46. Намного лучше. Там, вот, особенно начинающему сварщику, там и делать ничего не надо. Воткнул его и просто веди, где надо сварить. Он сам варит. Шлаком ванна не затекает. Ну, прелесть просто. Вот. Это что касается рутилов. Если брать основные, то это, конечно, ЛБ-52. Да, Ну и да. помимо ЛБ-52, ОНИ 1355, только нормальных производителей. ИСАП можно брать. Вот. От ИСАП тоже 5370, да, хорошие. Вот японские Нитецу есть такая, тоже хорошая. И знаю такие электроды. Варил ими тоже. А что касается сварочных вот, проволоки для полуавтомата, лучше ИСАПовских нет. Нет. Она ИСАП уже стабильная. мировой лидер, да. И вот у меня в гараже куча проволок всяких разных.
какой вот не поставишь, что-то не то трещит, то брызгает, то плюется. Ставишь ESAB, все ровно, идеально идет, все. От проволоки тоже очень многое зависит. Хотя были у нас белорусскую проволоку присылали, сейчас не вспомню, есть на канале видео, тоже очень достойно. Оливер. Оливер, да, неплохая проволока. Но тут в проволоке нужен еще хороший аппарат. Если Да, хороший да. аппарат, любую проволоку поставь, его можно настроить. Но если говно китайское, хоть какую-то ставь. Конечно, Вот, кстати, конечно. хочу сказать, ESAB-овская проволока даже спасает иногда отвратительный китайский аппарат. Она может позволить ей заварить нормально. Еще очень много зависит от квалификации. Естественно, то, что 90, наверное, мне кажется, процентов, все зависит от квалификации. Конечно. Квалификация большой уровень. Ну, я хочу сказать, сейчас все идет к тому, что Окей. такая тенденция есть. Я вот, общался много и с производителями сварочного оборудования, и с инженерами по сварке, которые на больших предприятиях работают. Вот они все говорят, что сейчас хороших сварщиков опытных становится с каждым годом меньше и меньше, потому что молодежь не спешит идти в сварщики работать, а где брать новых сварщиков? Негде. Вот. Поэтому производители сейчас все делают для того, чтобы не обязательно быть Низкая суперсварщиком. квалификация была, да, да. Потому что Аппарат вообще, все наверное, весь делать мир будет к за этому идет. да. Там и настройки уже упрощают, чтобы там кнопку нажал, он там аппарат сам все подбирает, и ток, и напряжение, и скорость подачи проволоки, все сам за тебя делает, только надо горелку поставил и веди. Короче, перед работой главное не бухать, все получится. Хороший совет. Да. Недавно прочитал комментарии под одним видео, свои такие слова мне запомнились. Я там что-то про здоровье, что вот, видео там было, там, как, насколько вредна сварка для здоровья сварщика. Видео. Я там сказал, что, ребята, вот после 40 лет уже, конечно, сила заканчивается, до 40 лет не чувствуешь ни усталости, ничего, а после 40 уже все. Начинаешь уставать, уже хочется прилечь, полежать, отдохнуть. И там один мужик написал комментарий. Да, говорит, до 40 лет ты насилуешь организм. После 40 лет организм начинает насиловать тебя. Так оно и есть. Владимир, спасибо большое за эфир, спасибо большое, что присоединились. Предлагаю тогда заканчивать, мы уже 43 минуты, молодцы сегодня. Да, прикольно. Я думаю, если будет какая-то тема, можно какую-то обсудить общую, интересную, и в следующий раз тоже какой-нибудь эфир придумать уже на вашей страничке, уже чтобы... Я думаю, договоримся, что-нибудь придумаем, интересное расскажем. Конечно, без проблем. Я за любой тип, за то, чтобы сварщики, ну, как бы за одной дружной семьей жить, да? Не надо там смотреть, кто-то опытнее, кто-то неопытнее. Надо как-то друг другу помогать, и когда мы вместе, мы сила. Так же. Согласен, согласен. Все, Сереж, рад был Всем тебя подписчикам видеть. спасибо большое. Да, вам, Владимир, тоже спасибо большое. Всем подписчикам спасибо большое. Задавайте комментарии, Владимир обязательно на них ответит. Ну, либо мне там, либо Владимиру. Да, Все Сереж, тогда. ссылочку Всем... на этот стрим потом, ладно? Все. Сделаем, конечно, сделаем. Все, всем Хорошо, пока. все тогда. Хорошо. Увидимся. Хорошо.